Всем привет! Давненько не снимал вам видео. Извиняйте, было много работы. Запара конкретная. Итак, поступил заказ на 3 лавочки со спинкой в стиле лофт и 3 стола. Видео сильно растягивать не буду. Как говорил один мне человек, не нужно быть важным, важно быть нужным. Поэтому не будем балаболить, перейдем сразу к делу. 3 лавочки со спинкой, ну и в комплекте к ним заказали 3 вот таких стола на вот такой ножке. Ну что-то столы вам не заходят, поэтому буду показывать про лавочки. Для лавочки со спинкой нам потребуется профильная труба 40 на 20. На одну лавочку у нас пойдет 6 метров трубы 40 на 20 и 3 метра трубы 20 на 20. Из них 4 метра пойдет на боковушки, ну на рамки на боковые. И также пойдет по 40 сантиметров 2 кусочка на спинке. На спинке сразу покажу, я запил делал вот этот для наклона. На своем станочке отрезном под 15 градусов я выставлял. Ну, все, в принципе, на нем режу. Под 15 градусов. А то в прошлом видео про лавочку многие очень спрашивали, какой угол, как сделать угол. Я делаю под 15 градусов. Кому интересно, видео оставлю в описании предыдущее, посмотрите. Итак, в этом видео сейчас за кадром я посвариваю рамки, покажу размеры, посвариваю спинки, склепаю все в кучку. Да, хочу еще, кстати, добавить, длина лавочки будет 1,5 метра. Дальше с размерами все покажу, чтобы было четенько. Смотрим. После сварки у нас получаются вот такие вот рамочки. Это на бока. Сейчас показываю размер. (50 на 50). Далее на каждой из боковушек нам нужно отметить по 10 сантиметров. Для чего? Это все для того, чтобы закрепить спинку. Смотрите, я пользуюсь вот такой вот линеечкой. По меточкам ранее поставленным я намечаю. Вот, кстати, по поводу угла 15 градусов. Смотрите. Ну, как по мне, так самый идеал. Больше не нужно. Ну, если хотите сильнее наклон делать, ну, пожалуйста, вам на ней сидеть. Выставляем линеечку. Выставляем спинку. Линейка у нас как направляйка. Все одной рукой придавили. Видите, все четенько по меточкам. Это делается для того, что не хватает вот этой вот части до края трубы. Поэтому линейку использую как направляйку. Приваривается это все дело. И получается уже готовая у нас боковушка. Так, все мы знаем, да, что высота стула, либо лавочки стандартная у нас это 41-43 сантиметра. Так, как бы вам так показать. Вот, видите, доверху у нас от низа до верху 40 сантиметров. Ну и дальше 10 сантиметров вверх пошло. То есть сверху ложится еще 30-ка доска. И в общем у нас получается высота 43 сантиметра. То есть, можно сказать, выходим под стандарт. Сейчас я доварю эту часть и буду собирать лавочку в кучу. Дальше вам покажу, что делать, поскольку есть небольшие нюансы. Итак, друзья, сварил я нашу лавочку все в единую конструкцию. Вот такой наклон спинки у нас получается. Я считаю, более чем. По поводу нюансов. Чтобы не прижимать вот эти вот вещи, рамки
с трубцинами к чему-либо. Сразу одну рамочку берете, уголочек вот сюда в край ставите. Вот эту планку выставляете и здесь также на уголок. И все, но получается на уголках она как монолит, скажем так, скрепляется и держится. Следующий нюанс и очень важный. Не провтыкайте вот эту ширину и ширину сзади. Она у вас должна быть, ну то есть поняли, от края до края, спереди и сзади. Выставляйте так, чтобы было ровненько, поскольку с доской потом вы не угадаете. Ну, маленький зазор будет. Ну, поняли, да? Если здесь, допустим, спереди шире, чем сзади, то здесь будет зазор вот от края доски до стеночки, а сзади может плотно вообще не прилечь. Так, следующий момент. Если вы будете лавочку делать по моему видео, обрезок трубы, который 20 на 20, должен быть 134,5 сантиметра. Доску я заказываю на пилораме. Мне ее режут по 142 сантиметра. В итоге у нас получается ширина, вот как видите, 1,50 м. Ну там 1,50 м и 2 миллиметра. Почему 142? Учитывайте, здесь 4 сантиметра, здесь 4 сантиметра, вот то уже 8. И с этой стороны 8. 150 минус 16 получается у нас 134. Но эти куски трубы, которые 20 на 20, я делаю 134,5. То, что иногда на пилораме могут лохануться и сделать чуть больше. И чтобы потом не перерезать и там не отрезать, я делаю по 2,5 миллиметра. Поняли, да? Запас с каждой стороны и центрую. Здесь расстояние от края до следующей перемычки по низу я делаю 25,5 сантиметров. Почему? Доску я использую 15 сантиметров шириной. То есть 15, ну сейчас я вам наглядно покажу, положив доску. Так. Одна у нас есть. Так, заподлицо. Чик. Все, она у нас лежит. И следующая. А следующая доска у нас получается четко по центру нашей перемычечки. Ну, я еще делаю зазор между ними 3 сантиметра. 3 сантиметра зазор. И получается перемычка у нас по центру доски. Раньше я перемычку под вторую доску не ложил, а варил ее сюда. Ну, наверх, поняли? Но потом перестал я наверх ее приваривать, поскольку заказчики разные. Жопа у кого-то как тазик. Могут провалить нашу лавочку, поэтому решил усилить 2 перемычками саму сидушку, чтобы было все надежно. Ну, покраску и монтаж я, наверное, вам показывать не буду. В конце уже готовый результат покажу. Ну, я думаю, ничего интересного нету в том, как я буду стоять с компрессором и с краскопультом, красить эти лавочки. Прикручиваю я, ну, сверлю отверстие шуруповертом. Ну и прикручиваю болтами доски уже к готовому изделию. Вот такое видео я вам хотел показать. Угольники очень реально удобно выручают часто. Поэтому пользуйтесь размерами. У меня на канале есть еще одно видео про эту лавочку. Там тоже все с размерами. Кому будет интересно, я в описании закину. Также на канале есть видео про отрезные станки, про буржуйку с обдувом, про столы. Ну, много. Про сварочный стол, кстати. Классная штука, посмотрите. Кому было полезно, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Я для вас стараюсь. Сделайте вы мне, пожалуйста, одолжение. Подпишитесь на канал, мне будет приятно. А вам это не сложно. Все, всем спасибо, удачи. Вот так вот мы с женой на выходных чуть-чуть поработали. И сейчас все это дело уезжает к заказчикам.